Привет! Сегодня мы разберем основные ошибки начинающих и не только гитаристов. Изначально это как мы держим гитару. Бывает ошибка, когда мы ставим просто на одну ногу, гитара начинает падать. Это не важно, правая или левая. У нас получается всего лишь две точки опоры, и получается, что нам приходится удерживать гитару руками. При положении гитары на одной ноге у нас возникают следующие ошибки. Гитара падает. Мы начинаем сутулиться, у нас возникает горб, мы перекручиваемся, возникают зажимы в шее и в спине, и рукам приходится держать гитару, чтобы она не упала, и из-за этого мы не можем расслабленно играть на струнах. Следующая ошибка при подобной посадке – это то, что гриф находится слишком низко. Из-за этого у нас левая рука не может стать правильно. Если мы ставим правильно большой палец на середину грифа, у нас получается тут изгиб, и со временем начинает болеть сустав в этой стороне. Кроме этого изгиба, у нас получается, что пальцы становятся не так природно, как они могли бы стоять, если бы мы поставили гриф правильно. Если гриф низок, то получается в правой руке неправильный угол соприкасания пальцев и струны, и звук получается некрасивый, неплотный и слабый. И очень важная ошибка при низком грифе – это то, что рука, когда вы начнете играть в позиции, если вы ее отпустите, природно рука падает вниз. И получается, для того, чтобы сыграть в позиции, вам все время нужно держать в напряжении всю руку, пальцы и плечо. Итак, как же правильно держать гитару? Особенно для начинающих мы берем такую подставочку. Эту подставочку может заменить небольшая табуретка или кастрюля, или стопка из книг. И ставим на нее левую ногу. Причем очень важно, чтобы вот этот вот угол на коленке был 90 градусов. Как проверять, правильно ли у вас стоит нога? На нее должен кто-то сесть, и вам не должно быть тяжело. В коленке 90 градусов, и важно, чтобы нога стояла 90 градусов по направлению к вашему телу, то есть чтобы коленка была прямо напротив пятки. И также у нас 90 градусов в коленке в правой ноге. Вот у нас хорошая посадка, получается у нас 3 точки опоры. Это грудь, нога и еще одна нога. Как я уже сказала, проверить можно легко, предложить кому-то сесть к вам на ногу. И если вы спокойно, без напряжения выдерживаете чей-то вес, и коленка находится прямо напротив пятки, значит, вы сидите правильно. И вот это вот наша 3-я точка опоры. И проверить, правильно ли гитара стоит, можно, и тренировать это лайфхак, просто поставив гитару и сев просто читать книжку или смотреть телевизор, опустив руки, и гитара стоит просто вообще сама по себе. Очень важно, чтобы головка гитары была примерно на том же уровне, как и ваша голова, то есть чтобы у вас и головка гитары, и ваша голова были на одной высоте. Плюсы правильного позиционирования гитары. Первое, то, что у вас руки, получаются совершенно свободны и могут заниматься просто музыкой, а не держать инструмент, чтобы он у вас не выпал. Второе, левая рука. Левая рука сразу становится в идеальном положении. У вас плечи остаются прямыми, спина остается прямой, и автоматически в природном состоянии левая рука ложится на струны. Третье. То, что когда вы впоследствии будете играть в позициях, если вы просто отпустите руку, вы увидите, что при такой позиции левая рука природно падает вдоль грифа. Это значит, вот эту скорость вы сможете использовать, когда вы будете играть быстрые пассажи. Правая рука ложится на гитару абсолютно удобно. И получается, что гитара становится ей подставкой, а не наоборот, что мы правой рукой пытаемся удержать гитару, чтобы она никуда не делась. Правая рука, когда вы ее позиционируете, она автоматически становится абсолютно ровно, абсолютно природно и расслаблена. Третье, то, что угол между пальцами и струной, он автоматически становится правильным в сравнении вот с этой позицией. И это 90% успеха для вашего идеального звука. Следующее – это то, что впоследствии, когда вы станете известными роковыми, например, гитаристами, когда вы возьмете гитару и будете играть стоя, вам не нужно будет переучиваться, потому что у вас уже пальцы и руки привыкнут к правильной позиции гитары.